подделаю, чтобы нормально снять. Че, Готов? все? Расслабься. 2, 3. Подождите, что я снять не могу. Нормально. О, ёпты. Нихуя себе. 17. Не, ну я думаю, что как бы... Комментарий за кадром. О, Как бы, ну... протыча по питью нормально раздуешься. Так ты чё? Сейчас смотри. Привет, вы на канале Шугаринг дома. А мы продолжаем свою рубрику интервью. И сегодня у меня в гостях просто мега трэшовый чувак, который такие штуки вытворяет у нас в ЕКБ. Это вообще пипец. Знакомьтесь, это Потап. Сейчас он о себе нам все расскажет и представится в лучшем виде. Привет, уважаемые подписчики, дорогие подписчики. Ну, собственно, что, меня зовут Миша, все меня знают как по прозвищу Потап. Вот, наверняка все видели мои ролики трешовые, которые мы исполняли с моим напарником, блогером Михаилом Жуйковым. Катались в бассейне, ну то есть изначально у нас пришла такая мысль, раз мы блогеры, мы должны везде светиться. Вот, то есть о нас должны говорить, мы должны быть в центре внимания. Вот. Мы снимали ролики, они как бы набирали некие просмотры, но всегда мы понимали, что этого мало для того, чтобы хорошо и быстро стрельнуть. Ну и тогда нам пришла такая идея, что надо хайповать. Как можно хайпануть? Хайпануть можно только в том случае, когда ты начинаешь совершать те действия, которые вызывают у людей шок. Тогда мы придумали такую тему, что нужно, короче, прокатиться по центру в бассейне. Но чтобы это было интересно, мы добавили туда сочных красивых девочек. Потому что мы знали прекрасно, что девочки всегда продают, и они привлекут максимальное внимание к себе. И тем самым мы на этом фоне все вместе очень жестко хайпанем и выйдем. Вот, придумали такую идею, прокатились, наши ставки оправдали себя. На следующий день, кого даже на следующий день, через 2 часа уже начали форсить нас по всем новостным пабликам, по всем новостям. Е1 в том числе подхватил сначала эту тему, и потом раздулись. И это все зашло так слишком далеко и высоко, что нас начали форсить по федеральным каналам, нас начали приглашать. Я помню, мы первые 3 дня вообще просто ходили по интервью везде нам спрашивали, интересовались. Даже из Москвы приехали из НТВ, чтобы взять у нас интервью, и потом это, короче, показали по телевизору вот на НТВ. Потом там остальные 4 каких-то канала. И я думаю, что, наверное, на этом все закончится, но только все еще сильно разгоралось, потому что начали добавляться даже уже болгарские подписчики. Я понять не могу, откуда на меня начали подписываться болгарские подписчики. И мне, короче, один болгарец какой-то скидывает в личное сообщение, в директ, видео о том, что типа нас показывают в Болгарии по новостям, что мы там весело катаемся, русские отдыхают, короче. Вот. Ну это круто вообще на самом деле. Это, вот, кстати, вопрос вообще про подписчиков. Мой канал вообще создавался изначально на американскую аудиторию, потому что мы хотели типа монетизировать и все это, короче, дело. И у меня тоже подписчики, и вот, мы смотрим, да. Вот, расскажи вообще, ты что-то пробовал из депиляции, какие-то вообще методы? Слушай, был момент, когда я думал, что надо, что у меня много волос вылезало, на руке. Я нет, как сказать, не то, что прям пробовал, и не то, что у меня там повылезало, Просто кто-то мне из друзей решил приколоться и прилепил, я помню, скотч, на руки. Вот. Ну и потом я думаю, что надо эту убрать, эту фигню. Резко дернул, и у меня пару волос там отлетело. Вот так вот. Ну и как у тебя были ощущения? Да че, охуел. А вообще ничего такого, ни шугаринга, ни восковой депиляции, там лазеры, электродепиляции. В общем, ты этим не интересовался? Не, вообще как-то не доходило до этого. А бритвой пользуешься? Ну да, бреюсь там, что. Вот лицо. Часа приехал, побрил, да, лицо. Бороду сбрил. Понятно, то есть кроме лица ничего не делаешь такого? Да нет, больше особо нет. Я, сейчас тебе предлагаю попробовать, наверное, впервые в жизни трэшануть, вот то, что я вам, как говорится, и обещала. Хочу попробовать Мише тут руку содрать полимерным воском. Так. И давайте посмотрим вообще на его реакцию. Я говорю, что я его долго уговаривала, но вроде бы как уговорила. Так что давайте сейчас я, в студию вынесу воскоплав и, дерну ему, чтобы он просто охренел.
Че, реально больно? Нет это вообще? Это больно. Если честно, на руке Вытяни. не так больно, как в других зонах, Да? например, бикини. Давай бикини тебе делать. Слушай, я вот облизала. Давай это. Короче, давай свою руку. Смотрите, без перчаток, тальков и прочего. Ну, короче, нормально. Вот у Миши на руке. А ты хочешь вообще? Ты потом скинь в WhatsApp или куда-нибудь. Есть, короче, волосы. Может, давай подвинь сюда, Давай этот я. заснимем. Ну, стоит. Тебе сколько лет? В 28. О, блин, ни хрена, думал, ты вообще Выглядишь молодой. молодо. Это года 23. Смотрите, вот руки у него. Ой, короче, волосы на руке есть. Секунду не сфокусировалась. Так, все, смотрите, сейчас будет трешак. Вот прям так и держи, все, положи. Сейчас прям тут и заснимем. Он, наверное, блин, горячевато только будет. Засними мою бодягу здесь. Прям маскоплав из дома везла. Сколько он у меня, конечно, уже падал, проливался. Ну ничего. Сейчас, наверное, будет горячо. Сейчас, подождите, пробуем. Так, горячевато, но пойдет, думаю. Типа предвкушение. Да, что ты вообще? Сейчас Что, я чуть, чувствую? чуть подостынет немножко, то Но будет горячевато будет. Я как бы в ожидании того, что будет... Чудо. Да, блядь. Именно так. Так, Ну, хотелось бы, чтобы это было максимально не больно. так, ну все, давай. Свою Давай. руку. Пробуем. Обычно все боятся, то, что будет большая боль. Но щас ты Большая узнаешь. боль. А Прям- будет большая боль. Будет больная боль, блин. Так, намазываем. Что, немного может, не лучше? Ничего не горячо, он чуть-чуть горячеват, конечно. Смотрите, вот так вот я ему наношу на ручку. Что, сейчас будем снимать трешачок. Сейчас тут немножко я подделаю, чтобы нормально снять это дело. Не, Так. серьезно, больно нет эта тема вообще? Ну, знаешь, не помрешь, я бы сказала. Посмотри, глубокое бикини там у меня есть на канале. Девушка лежит, не пикнет. Сейчас что Так, ли пытаешься? Смотрим, когда высохнет. Так, аппликация у нас подсохла. И Подожди. снимаем. Что, Готов? все? Раз, Расслабься. 2, 3. Подождите, что я снять не могу. Конечно, нормально. О, ёпты. Нихуя себе. Посмотрите на эту ручку. И она как у младенца. Да. Кожа сухая, так что кожу надо зимой увлажнять, молодой человек. Да? Вот, смотрите, как чисто. Вот волосы все здесь. О, жестко Вот так вообще. работают у нас полимерные воски. Что-то вот не фокусирует, как не было. Ну там Ну. засни. Зато здесь как будто чистая поляна. Аэродром такой. Клево, что у нас вот подписался, конечно, с Морозовым-то мы уж не рискнули, что все-таки 40 лет мужику. Как-то не рискнула, я Да. его попросила. Тут, думаю, парень молодой, по-любому подпишется на все мои эксперименты. Вообще, я как бы обожаю таких мужиков, которые на мои эксперименты подписываются. Потому что в этом плане у меня немножко, конечно, куку. В общем, ну вы поняли, думаю, судя по моему каналу. Так, про Едем депиляцию, да, я у тебя спросила. Вообще, я у тебя так посмотрела в Инстаграме, у тебя там, я видела с хачом фотки. Ну, да, есть у С меня. хачом. С хачом. Хач. Если ты смотришь. Привет в Америку. Да, передаю. вдруг нас посмотрит, а как его хач или как вообще его? Амиран Амиран. Сардаров. Амиран, короче, ну я-то тебя не знаю, у меня муж там все этого смотрит. Если ты посмотришь, тебе привет. И от Миши тоже привет от твоего подопечного. Вообще расскажи, как у вас это все вот срослось, подрослось Как там. мы зарослись. Да, как ты с ним вообще увиделся. Слушай, на самом деле все гениально и просто. Я просто, короче, захотел, и я просто сторонник того, что если ты, короче, делаешь запрос в вселенной, то рано или поздно это случается. Вот, все, я сделал запрос. Короче, Да. какая тема? Я, получается, стал блогером. Вот, все, там что-то 3 месяца прошло. И что-то мне все пацаны про Амирана Сардарова, там телки, приколы, разврат, все, я думаю, я не смотрел как бы. А потом, когда блогером-то стал, начал интересоваться, захожу, так реально прикольный у него канал. Я думаю, блин, круто было бы с ним познакомиться. Потом наткнулся, короче, на Эдварда Билла, там на его видос. Ой, я смотрю, Эдварда они- Билла мы тоже знаем. Да? Смотрю, они там вместе конетелятся, я думаю, блин, как бы круто было бы к нему на новое шоу залететь. Все.
И через неделю меня приглашают получается, в экспоцентр на чемпионат мира по боксу. Типа меня как блогера, чтобы осветить это событие. И туда еще помимо меня, короче, приглашали питерских блогеров топовых, Эдварда Билла из Москвы. Я туда, короче, пригоняюсь, встречаюсь там с Артемом Тарасовым. Это наверняка все знают этого популярного блогера, короче. Ну и все, мы как-то с ним законетельились, сдружились. И все, я говорю, вот, типа, хочу Камирану Сардарову замазаться. А он тоже, у него тогда уже очень начал хайпиться на шоу. И он говорит, пожалуйста, я, говорит, послезавтра лечу в Москву, погнали, типа, тусанем. Я говорю, ну все, я лечу с тобой. Выбираю быстренько билет, короче, билет купил. Но до полета оставалось там что-то сутки. Я ему говорю, ну давай тогда тут в Ёбурге потусим. Ну и все, мы круто потусили. Я помню, пьяные еще летели, короче, к нему на съемки. Вообще в Дарбадан. Получается, в 6 утра вылетели. 6 утра прилетели в Кольцово, в 7 утра у нас уже полет. И где-то в 10, что ли, у нас уже утра съемки были у Амирана. Ну все, пригнал, там такая пушистая атмосфера. Он говорит, вот, типа, Миша из ИКБ, законный чувак, там все дела. Все, законетелись, там Эдвард Билл, инстасамка там, типа. Ну, в общем, все те блогеры, с которыми я хотел познакомиться когда-то, они оказались в одном месте, в одно и то же время, вместе со мной, короче. Все, вот так вот. Это круто. То есть ты у него на шоу прям был? Да, так я прям снимался, мы же, получается, как я считаю, это коллаборация, то есть я у него выступал на шоу, там, выпуск есть 6 миллионов просмотров или 7 миллионов просмотров набрал этот выпуск. Посмотреть, что я не видела. Я говорю, у меня муж все это смотрит, я как-то так. Но Эдварда Билла, его эти пранки я, конечно, смотрела. А вот сейчас, знаешь, вот этот Хадж, да, Амиран, он что-то в Америку уехал. Да, и пробует типа американского зрителя. Но мы так проанализировали, и что-то у него там все равно одни эти русские подписчики, и все комментарии тоже на русском. Ну да, но видишь... То есть публике американской, я поняла, это не очень заходит. Скорее, может и так, а может и как-то по-другому. Там видишь еще какой момент, я интервью просто его смотрел, он говорит, что там же, вот у нас, допустим, почему YouTube хорошо смотрят, да, к примеру, потому что у нас телек беспонтовый. Ну, в плане, не то, что телек беспонтовый, Передачи? а передачи отстойные. И их смотрят только бабушки и дедушки. А в Америке телек крутой. Там что не канал, то крутое шоу, ну, крутая движуха какая-то идет. Вот. Там, видимо, что-то другое, значит, заходит. Вот. Ну, может, еще подожди, палка же может еще когда еще попозже стрельнуть. То есть, такой момент. Посмотрим, непонятно еще, что происходит. Вот еще что хочу сказать. В общем, Амиран, смотри, у меня наоборот, я живу в России, канал у меня не русский, всяких... стреляет, сука. Да, не русских зрителей, у меня реально у них стреляют, я не знаю, как русскую, аудиторию привлечь. Если ты реально это посмотришь, то можно будет обменяться реально аудиторией, потому что я русских, хочу, а меня хотят, всякие египтяне, там кто еще, арабы и американцы всякие, т.д. и т.п. Арабы, да, всякие смотрят? Ну да, вот это вот бикини-то смотрят в основном вот эти арабы. И мне пишут, короче, в телегу, кто-то даже вообще каким-то образом до WhatsApp моего дописывается, Реально? это вообще жесть, да. Мне вот эти... Один с Турции мне чувак писал, но он хотя бы писал на английском. И я как-то там через Google переводчик на английский более-менее знаю, там что-то с ним пообщалась. А все вот эти арабы, они пишут на своем вот эти иероглифы арабские. Я говорю, do you speak English? Вообще нифига, они мне ничего даже написать не могут. Жестко. И они мне пишут, смайлы всякие посылают, пишут, комменты тоже пишут. Я вообще не знаю, куда от них уже просто деться. Круто. Вот. И давайте сейчас вообще Мише зададим какие-то вопросы еще. Давайте. Типа блиц-опрос такой. Начнем с таких самых вообще детских простых вопросов, типа как были в анкетах. Помнишь, раньше анкеты были такие, где писали, как тебя зовут, сколько тебе лет, и все такое. Кто тебе нравится? Да. Конечно, были, я их заполнял. Из разряда таких, расскажи вообще, чем ты еще занимаешься, увлекаешься, да, может, хобби, какие-то, спорт? Слушай, я занимаюсь, получается, подкачкой. То есть у меня дома стоит тренажер. Там можно, короче... Что-то по тебе незаметно. Серьезно? Больно худенький. Слушай, я могу бицуху-то показать, что мне не трудно. О боже, давайте, сейчас мы посмотрим. Только чтоб не 18 было. А? Чтоб не 18. Не, я думаю, что как бы... Комментарий за кадром. О. Протыча попить и нормально раздуешься. Так ты что, нет, тут зато чистая. Ты что, когда хватаю мужиков, не в ахуе. Я в драке имею в виду. То есть, О боже. когда, допустим... Кстати, да, бывает такая машина вся надутая, а там силы ноль. Вот серьезно.
50 килограммов поднять не могут. А бывает, да, да. худой такой, типа жилистый, он там вообще капец сильный. Это знаешь как, если бы царя зверей определяли по размеру, то это был бы слон. Ну как бы вот. А это лев. Да, кстати говоря. Вот так вот, блядь. Аккуратней нахуй. И что, ты прям дома занимаешься? Да, дома занимаюсь. Честно говоря, я не понимаю тех, кто гоняет там спортзалы и всякое такое. Нет, они туда, скорее всего, гоняют чаще всего дополнительной какой-то мотивации, ну это хуйня. Или либо из-за общения. Если хочешь заниматься, поставил дома, отжимаешься, подтягиваешься и там делаешь, и как бы все нормально вообще, проблем никаких не будет. Ну, у тебя Главное, самомотивация, я смотрю, просто вообще зашкаливает. Чего про меня не скажешь. Потом что, люблю путешествовать, вообще кайфую от путешествий, и считаю, это крутая штука вообще, которую жизнь придумала просто. Познавать мир, смотреть на что-то интересное, вот, круто это. Поэтому всем рекомендую путешествуйте, это реально мощное где был? развитие. Ну, я не хочу сказать, что я мало где был, но и нормально, ну, сколько, 16 стран, получается, я объехал уже. Вот как немцы перли в нашу сторону, мы в обратную, короче. Ну, Тут это на тачке. круто, ты уже много где побывал. А вообще ты, получается, зарабатываешь только вот этим блогерством всем? Ну, Или на самом чем-то ты деле, еще на занимаешься? самом деле не совсем так, но блогерство это теперь один из дополнительных источников моего дохода. Вот. И у меня еще есть так-то компания праздничная Magical Day. То есть я изначально начинал с того, что я организовал праздники в Екатеринбурге. Вот, и потом... Ты сам выступал или просто что-то организатор? Я сначала 2 года аниматором проработал, понял, как вообще устроена сфера бизнеса этого, Классно. и открыл свою. Вот, все. Что-то 1,5 или 2 года я проработал, и все, потом решил свою открыть. Вот, открыл компанию Magical Day, помню, сначала название придумал, потом придумал логотип, создал группу ВКонтакте. Пошли первые клиенты, все, я снял офис, штат попер, и в итоге мы сейчас работаем в 5 городах по Свердловской области. Вот. Но потом, когда я понял, что деньги идут, а все-таки жизнь штука короткая, и хочется ее прожить с улыбкой на лице, улыбка на лице только тогда, когда ты занимаешься тем, что тебе реально нравится, это чего ты кайфуешь. Да. Вот. Я понял, что мне нравится снимать какие-то ролики, что-то. Короче, я понял, что я хочу быть блогером, потому что мне нравится сфера артистизма и сфера вот этих даже тех же самых интервью и общения с людьми, через видео. Вот так. Прям я согласна вообще с тобой, у меня тоже. Я это всегда в себе как-то скрывала. Я вообще инженер по образованию, горный закончила, инженер-геофизик. Реально? Поиск, разведка полезных ископаемых. Ебать, я занесла. Вот, и я как бы в себе, я понимала, что, может, я в чем-то не такая, как все, потому что в коллективах меня всегда не любили и гнобили жестко, потому что у меня на все была своя точка зрения, я не хотела делать так, как делают все, и, короче, мне везде доставалось. Нормально Полный, так. да? Но я как-то всегда вот старалась где-то под всех подстроиться, что уж как бы, так сказать, выжить среди людей. И все в себе это скрывала. Но, конечно, потом я поняла, что, блин, ну вот это мне реально нравится. И вот к 30 годам у меня вот прям начало вот просто шкалить в этом направлении. Бомбить. Да, бомбить. Вот и мне муж вот предложил этот YouTube-канал создать. И я поняла, что я вообще кайфую, и я вообще не стесняюсь, то, что меня кто-то смотрит, обсуждает, да пусть даже вы пишете всякую хрень там, типа, вот ты там без перчатки, ты овца, ты вообще ничего делать не умеешь. Вот мне вообще, я поняла, что мне важно вот это вот внимание само, я прям это вообще обожаю. И как ты говоришь, через видеоформат это вообще мое, но и общение с людьми. Ну, да. Почему? Я долго думала, почему депиляция, почему 7 лет я все еще в этой депиляции нахожусь. И я нашла, как говорится, ответ на этот вопрос, да потому что я с людьми общаюсь. Ну, Ко мне да. приходят, да, разные люди, пока я там час что-то им делаю, мы с ними разговариваем. Приходят постоянно разные, ты узнаешь что-то новое, я поняла, что это вообще мое. Вот это вот все общение, как ты говоришь, сфера артистизма, вообще вау. Ну, у тебя клево, что у тебя была школа, ты был аниматором. Ну, То да. есть ты уже на публику работал, ты уже, как сказать, у тебя иммунитет к этому уже был выработан. Я вообще, можно сказать, всю жизнь губя в себе вот это все, и только сейчас как-то это все начала раскрывать в себе, а у тебя уже прям хорошая база в этом плане была. Ну да. Но у меня даже так получилось, что я, короче, и в фильмах успел сняться уже. В «Вилках 3» снимался. Капец! Слушай, я вообще в шоке, я тебя не знала, да, вот с Е1 мы тебя нашли, вот муж нашел.
Я еще думаю, что за чувак, даже вообще не знаю. А ты, оказывается, там был, сям был, в фильмах снимался, это Ну да, вообще так бомбитос просто, я не знаю. У меня реально сегодня в гостях, вот, у меня просто вообще сейчас меня забомбило эмоции. Офигенный чувак, я бы сказала, вообще прям рада, что с тобой познакомилась, вообще круто. То есть, конечно, у меня было одно представление, да, когда ты шел, думаю, ну что, не знаю, ну что там у него тёлки. Не, на А самом деле, оказалось... на самом деле, вот если, уважаемые дорогие подписчики, кто-то сомневается в том, что я сказал, все делается просто. В Google заходите, набираете Потап, нижнее подчеркивание, М, и вы заебетесь читать статьи. Я вам серьезно говорю, там аж до 3 или до 4. Вот Google это мировая, как бы это, мировой интернет, все знают. Поэтому гуглите, все, вопросы отпадают, кто я, что я, как я. Вообще, то есть Я ты уже в фильмах гуглил. даже снимался? Да. Это Получается, вообще офигеть. елки 3, причем меня сам пригласил этот. Сейчас не буду. Серьезно? Нет, ты не гонишь? Да, что я гнать-то Серьезно? буду? Серьезно. Серьезно говорю. Я пересмотрю елки 3, короче, сегодня дома. Я вообще... Посмотри, только там есть Шокирована. момент, короче, это моя первая была съемка. Там я, короче, отвлекал московскую актрису от телефонного разговора, пока нас Гоша Куценко по телефону, короче, базарила, она там из торгового центра ходила. Я, короче, был сказочный мим, типа новогодний такой. Знаешь, что такое мим? Ну, поняла. Вот, да. Я просто на тот момент выиграл в Екатеринбурге этот конкурс аниматоров, вот, но я был мимом, короче, и меня тогда после этого заметили. И все, и он такой говорит, типа, как раз приехали съемки сюда в Екатеринбург, и нужны были артистичные люди, вот. И все, и, короче, на меня как-то вот вышли через аниматорство, и все. Я пришел на съемки, мне сначала говорят, типа, нужна массовка, короче. Но пока массовка разогревалась, я там что-то, короче, прикалывался, раздувал, бегал, прикалывался, мне весело было, в общем. И ко мне подходит, говорит, слушай, ты, говорит, артистичный, типа, такой чувачок. Вот, ты, говорит, хочешь, типа, крупным планом посниматься? Я говорю, конечно, хочу. Он говорит, все, типа, вот после того, когда массовку отснимем, типа, остаешься и будем сцену с тобой гонять. Сцена, короче, была там 20 секунд, а мы ее гоняли, блядь, 4 часа. Вообще, слушай, круто. Дело не во мне было. Я Проблема тоже хочу. в этой Пригласите меня. московской актрисе, она потому что, короче, то сначала переигрывала, то не доигрывала, короче. Актерская работа очень сложная на самом деле. Я просто тогда видел, как она реально 4 часа, она уже и плакала, потому не могла отыграть одну какую-то конкретную роль, представляешь? То переигрывала, то не доигрывала, то не вдохновлялась, то еще что-то, то у нее слеза там, то еще, то есть она эмоциональная через чего была баба. Девушка. женщина. Не, нормально вообще. Вот. Ну и все, что, вот в фильмах снялся, потом с «Райскими пельменями» выступал здесь же, во Дворце молодежи, тоже мне пригласили. Ну, это все равно клево. Это вообще прям офигенно, что Ну ты да. везде принимала так участие. Я говорю, что обязательно этот фильм пересмотрю. Мне вот это интересно даже на тебя посмотреть. У меня даже, кстати, там где-то фотка была на телефоне, что ли, была. Или долго я сейчас сказать не могу. Ну, короче, просто посмотришь, там, видишь, белый мин, короче, раздувает, бегает. Я там еще шарики кидал, жонглировал, прикалывался. Прикольно. А вообще, скажи, какой самый безбашенный поступок в твоей жизни был? Самые безбашенные? С бассейном, наверное. Слушай, самые безбашенные. Ну, в принципе, наверное, с бассейном, да. Все вот эти хайповые проекты, которые там были с бассейном, там мы перекрывали центр города, клип «Черный бумер» снимали, а потом Новый год. Мы тут недавно же опять хайпанули, мы, короче, сняли пранк в электричке, и, в общем, остановилась электричка, и вызвали полицейских, и прям движение встало, короче. Я вообще, блядь, тогда я уже охуел конкретно. И нас уже все посадили, и мы там, типа, короче, сутки сидели в этой за решеткой, короче. Капец. Ну вообще, прикинь, просто снимаем пранк, и останавливается электричка, кричит на метро на всю эту, орет, типа, там полиция в 3-й вагон, полиция срочно в 3-й вагон. Все, а я еще в чулках, короче, был. Смысл такой пранк. Чулках. Да, пранк Капец. заключался в том, что мне на голову одевают чулок, и я, типа, во всем весь черный, типа, я манекен, я не двигаюсь, короче. Ну, поняла, да? Подумали, что ты грабитель какой-нибудь. Слушай, дальше. Все, меня он как бы замуровал, все, я типа не двигаюсь, он меня берет, заносит, получается, в вагон. Смысл пранка заключался в том, что он заносит манекен, который не двигается, и ставит его перед человеком. Соответственно, человек не ожидает, что манекен начнет двигаться.
Ну. И вот, и стоит, и получается, вот я около тебя стою вот так вот, и ты стоишь, и потом в один момент я просто вот так вот, короче, делаю, и ты вот так вот должна, ну, как бы, охуеть Но. должна. Вот, и что-то мы снимали, у нас реакции не особо шли, потому что либо люди в телефоне прям сидели, Ну, либо как они у нас прям, обычно. как практика показывает, 85%, блядь, убитые горем едут, нахуй, такие. Вот, ну, то есть там в своих думках, депрессиях, всех этих моментах, и как бы реакции не шли, вот. Все, мы думали, что дальше делать, и в этот момент, блядь, останавливают электричку и кричат по всем этим рупортам, типа, полиция, полиция, в третий вагон, короче. Я вижу, как бы уже снимают чулки и залетают, как бы, полицейские, блядь. И как, знаешь, на ограблении, короче, оп, Так, поличных ну. взяли. И все, они такие, оп. А дело в том, что машинист подумал, что в его вагон занесли труп. Капец. То есть замурованный труп, который не двигается, убили его, чулки ему надели, его занесли труп, и сейчас везут его. Представляешь, это его объяснение. Соответственно, вызвали резко полицию и нас как бы задержали. Ну и все, ему не успели там даже дойти до этой, до решетки еще, как уже весь город был в курсе о том, что остановили метро пранкеры, короче, в Екатеринбурге. И там через час уже статья на Е1 висела. Ну, а завели какое-то уголовное или Нет, административное дело? Ничего? Ну, то есть мы в любом случае объяснили, что это был некий, ну, это был просто пранк, и тут, ну, это видос мы снимали между собой, грубо говоря, и недоразумение, потому что машинист же подумал, что, типа, труп занесли, и поэтому он испугался. Ну, никакого трупа же не заносили. То есть это недоразумение. Я говорю, ребят, ну давайте эти недоразумения разберемся, и вы нас отпустите, и все. Нас держали, короче, только в следующий день, получается, отпустили. То есть ты просидел сутки там в Да, этом да, обезьяннике, или как его Вообще назвать, пиздец, СИЗО? короче, да. Вот. Ну, вот всех, то, что хайповые проекты были, вот, наверное, все вот эти обезбашенные. Больше особо обезбашенного я такого прям ничего не делал. Но пришел к такому выводу, что чем обезбашеннее видео, тем оно интереснее для Да, зрителя. это понятно, это вообще прям однозначно с тобой согласна. Да, потому что вот блогерская философия заключается в том, что если ты ничем не выделяешься, значит ты не интересен для зрителя, а значит твои просмотры, они будут юзерные, и о тебе никто не будет говорить, и о тебе никто не будет писать. Поэтому нужно отличаться, короче, от своего зрителя тем, что нужно быть немножко обезбашенным, либо чересчур пиздец какими интересными. Ну, то есть должна быть какая-то фишка, которая тебя должна выделять от других людей. Вот. И вот ты говорила, что сначала переживала там мнение других. Там, Да, да. Честно тебе скажу, я пришел к такому выводу, что мне вообще похуй, кто что думает про меня. Во, Вообще вообще похуй. Вот правильно. реально, вот похуй. Потому что скоро все мы сдохнем, да, ну то есть это как бы никому не секрет. И, блядь, вообще то, что там думают другие люди, да это вообще ваши дела. Вот вам хочется жить смыслом жизни в том, чтобы думать обо мне каждый день, пожалуйста, это ваш выбор, как бы. Мне вообще как бы не до вас. То есть у меня своя жизнь, и мне хочется двигаться. Еще, допустим, вот я придерживаюсь того, что когда у тебя счастливая семья и в кармане много денег, вообще похуй, что говорит сосед твой. Ты лежишь, кайфуешь там где-то на островах, к примеру. У тебя в кармане $1 000 000, я, к примеру, представляю. Все кайфуют, твои семьи. Вообще похуй, что сказал сосед с 3-го этажа. Я, может, больше его не увижу. Ну, слушай, это клево, что до тебя, конечно, это раньше дошло, чем до меня. Я была очень в свое время очень сильно зависима вот именно от мнения толпы, от мнения особенно своих родителей, которые мне просто, можно сказать, обрубали все. И вот сейчас я наконец-то вздохнула уже полной грудью, как ты говоришь, насрать на всех, вот реально кто что подумает, даже мой родной Невьянск что подумает, ну пофиг, я вот такая вот. Либо вы меня примите такой, ну либо как бы не принимайте меня, насрать на все. Ну да, вот. Это как, знаешь, Моргенштерн, у него же крутая философия, он говорит, типа, вот вы, долбоебы, меня рекламируете, как бы, там, да, а я вам не плачу деньги, как бы. А рекламируют никаким образом, потому что они постоянно говорят о том, какой он долбоеб или какой он пиздатый. Да. Вот, а он деньги им как бы не платит. То есть полстраны рекламщиков, которым он не платит деньги. А вот про семью ты говоришь, вот семья там, ну я как понимаю, ты же не женат? Не, Судя по твоим видосам, точно не женат. Это тут одна девочка спросила, типа, я, короче, когда работал аниматором, там с девочкой с одной дружил, я такая недавно спрашиваю, когда типа жениться будешь. И как друг мой, блогер, мы с ним шли, он когда смеялся. А вообще задумываешься над этим? Честно, на данном этапе жизни нет. Вообще не задумываюсь, реально, потому что я просто очень глубоко копнул мир, вот этот женский мир, как бы, ну, раз из-за того, что у меня такой контент, я начал очень хорошо разбираться в женщинах, вот. Очень много попадается вообще не тех, то есть, вот знаешь, как
когда вот играешь в карты, допустим, туз редко попадается, но его можно дождаться. И вот просто я хочу, чтобы встретилась та самая, с которой мне хочется, допустим, двигаться по жизни, чтобы она понимала меня, а я понимал ее. То Вот есть, чтобы это мне да, было это с ней классно. интересно, понимаешь? А не вот это вот все. Просто многие как бы это там увидели, вот у тебя там какая-то популярность, есть деньги, еще что-то, классная тачка, и пришли. Это же, они же, большинство приходят зачем? За финансовой какой-то выгодой. Ну. Большинство так делает, девушек. Вот. И такие мне как бы не нужны. Поначалу прикольно было с ними тусоваться, да и сейчас как бы тоже бывает такое, что там периодически тусуюсь с девчонками, которые там красивые, мне, допустим, от них красота, а от меня, допустим, там деньги, и мы как бы очень взаимный союз получается, да? На временный взаимный союз. Вот. Но пока такую не встретил, с которой бы реально хотелось бы двигаться по жизни, с которой бы вот пришла и сказала, что мне пофиг, что у тебя там, главное, что мне Какой с тобой... ты? Да. Вот. Вот такую пока не встретил. А с кем попала, неохота. Потому что это все равно энергию тратить нужно на нее, это же выяснение отношений, это же опять же конфликты, там вот это тыры-пыры, затраты какие-то. Зачем это делать, когда можно вот эту всю энергию вкладывать в свое развитие, и потом придет достойный человек на это место. Ну, я вообще с тобой полностью согласна, особенно про принятие друг друга. Прежде всего, вот мы вот как с мужем вообще тоже познакомились, и почему у меня начался этот путь к себе именно со знакомства с мужем с моим. Потому что вот он первый, кто меня принял. Вот такой, да, там обезбашенный. Не знаю, заняться там сексом в общественном месте где-нибудь на пляже и так далее. Он меня принял. Он подписывался вообще под все. И, конечно, у нас просто с ним такой коннект случился, я не знаю, наверное, с первых же дней. И по сей день, да, вот мы 9 лет уже знакомы, 7 лет мы женаты, у нас 2 детей. И как бы, да, по сей день вот это вот, я считаю, что успех вообще наших отношений, нашего брака именно в принятии друг друга. Чей телефон звонит? Чё за хрень? Это мы рабочие. Надо ответить? Или пофиг? Да можно не отвечать. Ладно, мы не будем обращать внимание на телефон. Там все равно потом перезвонят. А вот смотри, вот эти девушки, которые к тебе приходят, да, в твоих этих, как не Видосах? знаю, да, видосах сниматься, они бесплатно приходят или ты им платишь за это деньги? Смотри, дело случая на самом деле. Какие-то иногда бывают... Давай, может, я его заглушу этот, или чтобы он это не отвлекал нас. Сейчас мой ассистент принесет телефон. Ну и вот, я, кстати, еще договорю по поводу... Сейчас, подожди. Скажи, я тебе скажу, по поводу, вот ты спрашивала еще, типа, Водички ещё налью. девушки-то как бы. Просто я, как бы, знаешь, сторонник того, что, как тебе сказать, вот умный учится на своих ошибках, гений на чужих. Я, допустим, насмотрелся уже на своих одноклассников, которые там просто из-за того, что другого выбора нету, вот они там сталкивались друг с другом, совершали кучу различных ошибок, да, в жизни там, детей наделали, в итоге разбежались, и как бы, и в итоге сейчас кто страдает, получается? Ну. Все страдают из-за этой темы. Вот. А из-за того, что есть выбор, когда я пришел к тому, что из-за того, что есть выбор, с кем можно как бы это пробовать, там, двигаться по жизни, а с кем нельзя, я понял, что если есть выбор, то нужно дождаться достойно. Вот так вот. Клево. Вот. Ну и про девушек давай скажи, я такой Про- вопрос, мне интересно, да, провокационный вопрос такой. Смотри, кто-то тоже в зависимости на самом деле от съемки. Кто-то снимается бесплатно за рекламу, за отметку под постом. Кто-то, допустим, бывает за деньги. То есть тут тоже все. Кто бывает и бесплатно, бывает за деньги. Тут еще как тоже договоришься, по большому счету. Но сейчас чаще всего некие девушки уже бесплатно снимаются. Вот так. Просто лишь бы засветиться, да? Ну Ну, я да, смотрю, они да, там такие, можно сказать, полуголые. Ну да, ну как есть что. Ну а что еще нравится большинству людям? Ну, это правильно, в принципе, у меня-то похожий контент. Кому в одежде там нужна будешь, как бы это. в одежде. Жену ты тоже будешь без одежды искать. Не, жену, скорее всего, по духовному миру буду уже выбирать больше, по Слушай, интересу. ну ты вообще крутой. Вот я вот все время за это топлю, вот многие, да, сейчас эти надутые губы, там, не знаю, Мгм. жопы накачанные. Я говорю, эти надутые губы и жопу, они, блин, все равно, не знаю, там обвиснут, состарятся. Выбирайте внутренний мир. Тогда Чтобы с человеком было комфортно, блин, было о чем поговорить, чтобы вы кайфовали, на одной волне были. Нафиг я вот не знаю, это вот внешность, особенно у девушки, это все временное.
Это Конечно. все непостоянное. Что бы там она ни делала, ни колола, она все равно постареет. Поэтому Да. я говорю, что внутренний мир, блин, однозначно да. Вот прям стопутняк. Вот ты мне в этом вообще... Я удивилась и с Морозовым, я удивилась, что у него нет там ни одной татуировки, например. Хоть он вроде тоже такой движовый, хайповый, но он любит, блин, естественность, натуральность. И вот эти татуировки даже не приемлет, там, пирсинги и так далее. Ты вроде, да, там, голые тёлки туда-сюда, но однако вот для тебя внутренний мир важен. Ну, Это вообще, конечно. это просто клево, что вообще такие мужчины у нас еще остаются. Ну их мало, я тебе так скажу. Потому Уже что, вот мало. потому что вот те подписчики, которые смотрят, допустим, те же самые видосы, где вот эти телки, короче, они там, блядь, ебать, думают, что я пиздец какой-то мега крутой бог, нахуй, типа, он там вообще, короче, это. Да, блядь, ребят, ну это просто девчонки. Просто смысл еще, знаешь, в чем? Что даже пофиг, то есть там, вот ты про красоту говоришь, ее в любом случае можно и вечно подтягивать, там, и жопу и надувать. Просто фишка в том, что это все страсть вот этого, да, вот этот вот наркотический момент, когда ты кайфуешь от ее внешнего вида, его можно все равно как бы по жизни держать, но потом-то ты приходишь к тому, что типа совместная жизнь с человеком же, это же не просто там ее надутые губы, все такое, это когда тебе реально с ним интересно, когда ты просто приходишь домой заебанный, и тебе просто вот охота рассказать какую-нибудь хуйню, а она может тебя поддержать, и вы поржали, и тебе легче стало, и, то есть вот такая какая-то тема. Ну это вообще правильный подход, я считаю. А жопа, ну жопа чё, ну блядь, ну чё, ну хотите жопу, блядь, заплатили тёлкам, нам вызвали себе проституток, тогда и тусуйтесь, чё. Жопа. Ну, Ну вообще, в общем, клево. Сегодня хочу подвести итог, а то мы можем, наверное, бесконечно разговаривать. Вообще, я, конечно, свои хочу эмоции еще высказать. Не ожидала, что у меня сегодня такой гость. Это для меня был кот в мешке. И опять же, с какой стороны это для меня раскрылся. Это вообще просто офигеть, меня реально зашкаливает. Так что смотрите вообще это интервью до конца, потому что оно реально крутое. А я хочу сказать, Миша, спасибо, что ты пришел, что ты меня вообще поддержал в самом начале, что не стал гнуть там понты, что я там не пойду или пойду, только если ты мне бабла заплатишь. И все в таком духе. То есть тебе прям огромное спасибо, что пришел. Ну а всем подписчикам не забывайте подписываться на мой канал. Скоро будет вообще просто много всего интересного, но оно уже началось. Так что не забывайте нажать колокольчик, подписаться. Всем пока, всех целую, всех обнимаю. Ну и Миша тоже сейчас скажет ну пока. и все, ребят, всем спасибо за просмотр, и не забывайте подписаться на мой инстаграм, ссылки будут также в описании. Нужны будут классные телочки, залетайте. Все, пока. Ой, ну клево. Растираю и со спокойной душой отпускаю девушку домой, знаю, что у меня будет прекрасно, замечательно, никаких сложных расписаний не будет, все отлично. Ну а всем пока, спасибо за просмотр, спасибо, что смотрите, лайкайте.